Ой, как хорошо жить в таком малоквартирном доме недалеко, возле моря. Здесь к морю просто рукой подать. Сейчас сами все увидите. А вот и наше прекрасное Черное море. Сейчас мы к нему спустимся. Если не ошибаюсь, мы с вами здесь еще не были. И к ресторану «Юг» одесситы, гости города, знают, что когда-то это был ресторан «Свеча», и многие здесь праздновали свои свадьбы. А вот рядом ресторан «Рыбачок». Что здесь радует, так это прекраснейший вид на море, и летом здесь есть бассейн, можно и вкусно поесть, и отдохнуть. Вот такая вот красота. Сегодня 13 марта 2026 года. И, кстати, необычное 13 марта. Сегодня пятница. И забрела Виктория в полудикие одесские края на фонтане. Здесь хорошо можно увидеть, на какой породе стоит наша Одесса. Многие знают, что в Одессе одни из самых больших в мире катакомб. Они протяженностью 2500-3 тысячи километров. И вот именно из этих пород, почему образовались катакомбы? Потому что в Одессе добывали ракушечник, камень строительный, собственно, из которого весь старый город и построен. И здесь хорошо можно рассмотреть эту породу. Ну, сезон на свежем воздухе отдыха уже открыт. Я вижу, здесь приезжают отдыхать. Прям вот солнечные батареи на автомобиле. Можно и телефон зарядить, и погреться, если замерз. Всем привет из солнечной Одессы. Погода у нас сегодня просто чудесная, но на пляже немного ветрено. В Одессе где-то плюс 11, плюс 12 градусов. Многим из наших зрителей понравилась я с хвостом. Это непривычно, а многим понравилась я в очках. Поэтому сегодня я буду в видео в очках и с хвостом. Спрашивают у меня зрители, какой сейчас песок на пляжах. А песок на пляжах просто чистейший. Посмотрите, наш родной одесский белый песочек. Почти как на Мальдивах. Ничего не пахнет, нет запаха масла. Пляжи чистые. Не можем мы спокойно жить и наслаждаться жизнью. У нас все время происходит как не одно, так другое. И вчера интернет облетела страшнейшая новость, особенно для Одессы. То, что Одесса может сейчас остаться без чистой воды. И все это из-за войны. После ударов по энергосистеме Украины в реке Днестр обнаружили техническое масло. И из-за вот этого загрязнения может возникнуть серьезная проблема с чистой водой. Особенно это опасно для Одессы и для Молдовы. Представляете? Без воды, конечно же, никуда, потому что все понимают, что вода это очень важно. И сейчас в экстренном режиме украинские и молдавские службы совместно работают над локализацией и минимизацией экологического ущерба, чтобы не было катастрофы и чтобы люди остались с водой. Днестр является одним из ключевых источников водоснабжения для городов Одессы и Кишинев. И попадание технических масел в Днестр опасно не только для людей из-за того, что эти вещества токсичны, но и для целой водной экосистемы, потому что масляная пленка мешает кислороду и свету, что угрожает жизни водных организмов. И сами понимаете, мало того, что человек может пить загрязненную воду, так еще и есть загрязненную рыбу. Поэтому это действительно очень серьезная проблема. На данный момент угрозы для жителей городов нету. Экологи и службы мониторят качество воды, специально отбирают пробы и оценивают масштаб загрязнения. Некоторые новостные каналы пишут, что лучше запастись чистой питьевой водой хотя бы на 3 дня. И мне тоже кажется, что это нужно сделать, потому что живем в такое время, что ко всему нужно быть готовым. Сегодня море не самое чистое, которое может быть. Оно какое-то отдает таким зеленовато-коричневым цветом, но все равно дно видно, оно прозрачное. И хорошая новость, вода в море активно прогревается. У берегов Одессы температура водички сейчас уже 4-5 градусов, хотя
пару дней назад она была 2 градуса. Вот кто-то еще одетым гуляет на пляже, а кто-то уже в футболочках принимает солнечные ванны и начинает потихоньку загорать. Я-то думаю, что здесь только птиц. А здесь, видно, был шторм и выбросило наши черноморские мидии. И они здесь оставили только ракушки, посмотрите. А, есть вот и целенькие. Вот птицы их раскрывают и съедают. Не знаю, что у меня сейчас получится, но решила вам продемонстрировать, как выглядит одесская мидия. А? Крепенькая. Она сухая внутри, и у меня не получилось ее открыть. Вот так вот она выглядит. Видите, ну это давно уже мертвая, поэтому она сухая. Какая-то неразделенная любовь. Почему роза на пляже лежит, это действительно удивительно. Вот хочу вам показать, как сказывается то, что люди на пляже за собой летом не убирают. Это косточка от персика. И я так понимаю, она пережила целую зиму. И вот она снова приплыла на пляже Одессы. Вот одна, вторая, это все косточки от персика. Персика сейчас нету, значит, они остались здесь с прошлого года. И смотрите, какая у меня находка. Маленький рапанчик, которого я заберу с собой. Какая прелесть. Знаете, не могу успокоиться. Посмотрите, какие стекла лежат на пляже. Это нужно выбросить. Даже кто-то может порезаться. Пожалуйста, люди, убирайте за собой, когда вы отдыхаете на море. Ну, кроссовки какие-то тряпки. Это какой-то ребенок может прыгнуть и порезать себе ногу. Здесь, по-моему, разместились творческие люди. Они на месте, прям на пляже, пишут картины. Вот посмотрите, узнаю места. Это наша 16-я станция Фонтана, насколько я понимаю. Уже как красиво, какие цвета. А вот, я так понимаю, что это Одесса на рассвете. И вот какая-то парочка вдохновила на создание такой картины. Прелесть, просто прелесть. Самое главное, что здесь есть чем согреть и душу, и тело. Посмотрите, сразу привлекают внимание вот такие настойки. Гранат, манго, хреновуха, вон хрен там плавает, смородина, малиновка, ананасовая, все, что хочешь есть. Здесь покушать можно вот хот-доги, картошку фри, выпить кофе и встретить милую, хорошенькую собаку, которая тоже не прочь съесть какую-то сосиску. Да? Какая милая красотка. Купить можно хот-дог и посидеть здесь, его съесть с таким замечательным видом. Ветер больше внизу, а мы сейчас пойдем с вами наверх, чтобы можно было в тишине поговорить. Боже, как здесь поют птицы. Ай-яй-яй, сколько их здесь. Вон целое дерево с ними. Красота. О, сразу чувствуется, что мы возле трассы здоровья. Сразу видно спортсменов. Так поют птицы везде, что такое чувство, что ты где-то в раю, в каком-то райском месте. И вот это пение птиц напомнило мне о том, что в Одесской области есть национальный парк Тузовские лиманы, и туда прилетают такие птицы, как фламинго. Вот они недавно прилетели, прилетают пеликаны. Я сама когда-то ехала на автомобиле, и у меня просто над машиной пролетела такая стая пеликанов. Я сначала подумала, боже, что это такое? Я не поняла, что это за птица такая огромная. Как раз тогда только вставало солнце. А это по клюву потом я увидела, что это пеликаны. А вот совсем недавно я прочла новость, что в Одесскую область прилетели уникальные существа, самые быстрые существа на нашей планете. Это хищные птицы семейства соколиных сапсаны. Сапсаны способны за 3 секунды развивать скорость до 110 км в час. А максимальная скорость
их, которые они могут развить, это примерно 320, и в некоторых источниках я пришла даже до 380 километров в час. Поэтому, несмотря на войну, военные действия, взрывы, все равно к нам прилетают птицы. Потому что надо мной сейчас тоже птицы летают. Сейчас я вам покажу. Пока я переключила камеру, вон они уже туда куда-то полетели. Я когда-то ездила на спортивном автомобиле, конечно, пассажиром на скорости около 300 километров в час. Это было давно. Сейчас я бы на таких скоростях не ездила. Тогда мне, наверное, в жизни не хватало адреналина, сейчас мне его хватает сполна. И я даже представить не могу, я знаю, насколько это быстро, насколько это страшно, что какая-то небольшая птичка может развивать такую скорость. Вот так прекрасен и удивителен наш мир. Вот, Заходите к нам в Ризмарин, отведайте настоящую одесскую кухню или европейскую. Вот, видите, куда нужно приходить? На 15. Да, видите? Такое у нас одесское приглашение. Я так люблю вот таких позитивных людей, которые всегда улыбаются, которые всегда доброжелательных, и всегда хочется улыбнуться. И, кстати, вот здесь этот Бриз-Марин. Вот мангал меню, скоро сезон шашлычка, и как раз здесь все есть. И вот какой аппетитный шашлычок. Что за одесское видео? Видео из Одессы без кота. Сегодня пятница, 13-е. И посмотрите, кого мы встретили. Какой красивый кот. Ну ты такой блестящий, ну такой красивый. И живет он в вот этой замечательной кафешке. Не знаю, зрители у нас суеверные или нет. Но коты в Одессе даже черные очень красивые. Обычный кот. Вот так сегодня живет наша прекрасная Одесса, и приятно видеть то, что, несмотря на события, которые происходят, все потихоньку так уже ждут лета, и это прям чувствуется в воздухе, хотя вроде бы как только начался март. Я всем желаю хорошего дня, хорошего настроения, и до встречи в следующем видео из Одессы. Пока!